С отакенной жопой, с отакенным хуем, с красивючей мордой, господи. И телом шикарным, сиськами такие, как подушки. Когда я вечером пожрал KFC, а на утро поехал ебаться. И в итоге ты эту жопу не можешь промыть уже час. Приехали на границу, нашли с кем потрахаться, потрахались и вернулись обратно. Это невероятно. Я себя еле сдерживаю. Ты в курсе, что тебе такие эфиры нужно делать чаще, потому что это бомба. Я весь коронованный, ёпта. Я вообще в шоке. Чем больше, соответственно, хуй, тем меньше тебе нужно придумать, как его красиво показать. Вот. Я хотел спросить. Вот я просто зацепился за твою фразу. Ты сказал, что вот хотелось бы поработать с таким-то режиссером. Я не силен в именах там актеров, режиссеров, к сожалению. Вот, только в лицо, может быть, кого-то знаю. Меня почему это зацепило? Потому что в чем вообще работа режиссера в порнографии, мне интересно. Почему хочется поработать с кем-то? Вот я не знаю, например, вспоминая ту же передачу, там, да, там была такая женщина-режиссер, вот она много лет этим занимается, вот, но во время интервью у нее был такой лексикон, там, писюн, сиськи, стоячее положение, ну, такие странные каким-то языком, как будто она стесняется, да, сама немножко того, чем она занимается. Я как-то так удивился, и насколько вообще личность режиссера важна в порнофильме, да, то есть как-то важно, как с ним строятся отношения, или это просто администратор? Ну, я думал, что это просто администратор, который организует все. А после твоей фразы, что ты хочешь поработать там с определенным режиссером, подумал, интересно, почему? Если, например, вот эта порно-студия Мэн, да, в которой там просто, там иногда смотришь, и там эти сценарии, которые они пишут, ты думаешь, как они вообще до этого додумались. Там очень они любят, когда вот типа женщина, там с кем-то они встречаются в больнице, там кто-то там занимается, и вдруг он закрывает занавес, когда он начинает трахать. Ты думаешь, блядь, как до этого дошло вообще? Я не думал, что меня такое может возбудить, или там, что я хочу до этого увидеть, но они, блядь, это придумывают. Родился ответ. Как я уже говорил, вот у каждой студии есть свое направление. И режиссер порно тебя может как вознести, сделать тебя лучше в кадре, чем ты в жизни, так может и сделать хуже. Ну, это не обязательно преднамеренно, так вот может просто произойти. И когда ты смотришь тот же Team Tайлес, у них плюс-минус один и тот же набор поз. Их там до 5 штук, иногда они там что-то изощряются, и ты думаешь, нахера это надо, и так все было хорошо. И иногда ты смотришь на какого-то актера на фотографиях в Инстаграме, и ты понимаешь, что, ну, у него обычная среднестатистическая задница, ничего такого. Но когда ты смотришь его в видеоработе, ты такой, ого, вот тут, конечно, его прям сняли красиво. Ну, это, конечно, не самый важный и очевидный момент для критериев, почему там кто-то любит одного режиссера, а кто-то другого. Но тем не менее, это вот играет некоторую роль. Как ты будешь казаться в кадре. И это зависит, конечно же, от режиссера, как он вообще всю эту концепцию видит. По поводу студии Мэн, это вообще отдельный вид искусства. И последние года я бы вообще на самом деле их бы не относил к порноиндустрии. Они какие-то, честно говоря, это театр абсурда уже доходит до абсурда, честно. То есть, когда они там за ширмочкой что-то там ебутся, да, это интересно. Когда они снимали, то ли это на «Властелина колец», то ли это на «Семью драконов» что-то они снимали. Ну, ты смотришь и думаешь, блин, ну вы сняли полный метр, да. То есть, сейчас мало студий полный метр снимают. Это все как бы красиво, но это вообще не возбуждающе. Или когда они обожают там вот на семейных праздниках кто-то там начал с кем-то ебаться. Но у них это все так наиграно, так, «Ой!» так, ну это все так не по-настоящему. Это все вообще не возбуждает. Поэтому режиссер, блин, он охерительно какой важный. То есть, опять-таки, когда ты снимаешь OnlyFans для себя, это одно. А тут ты, ну, должен подстроиться, ты должен на себя надеть эти латы, меха, шубы. Ну, не каждый порноактер актер, да, умеют ебаться, но
Вот опять-таки тот же Малик, да, Делгати, вот он, вот у него есть свои какие-то коронные моменты в сексе, да, где он делает вот так, этими руками, мы это знаем. И иногда это уместно. А вот я помню четко сцену, где они вот этот полный метр с драконами, и их там 4 в кадре, и он это делает, и это вообще было неуместно, потому что когда он там вдвоем, и это крупным планом, это красиво, это страстно, это все. А когда они там вчетвером, и ты такой смотришь, и он там что-то пыхтит, четвертый справа. И, блин, это вообще все как-то невкусно. Зачем? Ну, то есть, понятно, режиссеры, ну, чрезвычайно, вообще режиссер это основа, основа. Я уже придумал контент, значит, смотреть порно и обсуждать его, вот это самое, И ты ну, не такой вот придумал. группы, и смотреть там, кто как там повернулся, какой ракурс и прочее, в какой позе это, Я полно таких уже, кто смотрят порно и да? обсуждают его. Типа в ТикТок выкладывать или куда-то там, я не знаю. Не знаю, мне что-то такое не попадалось, но это было бы интересно. Ой, у меня есть еще пару вопросов. По поводу пиратства, да, даже не знаю, применимо ли это слово к... Кстати, мне кажется, фраза сегодняшнего интервью будет «Не все порноактеры актеры». Это вообще огонь. Это прикольно, да. А, Не знаю, насколько слово пиратство применимо к порнографии, да. Очень много Мгм. сайтов или ресурсов, которые распространяют порнографию бесплатно, но почему-то люди продолжают платить за этот контент. Какие у тебя есть мысли на эту тему? Мысли есть и мыслей много. Вопрос нужно... Неправильно ты вопрос задаешь. Не почему люди продолжают платить, а почему люди продолжают потреблять бесплатно. Вот какой вопрос нужно задать. Потому что на Западе, в Америке, люди давным-давно привыкли, что любой контент, будь то музыка, будь то фильмы, он должен быть оплачиваемый, будь то книга. Вот сейчас, на самом деле, в последнюю очередь, сейчас только вот буквально в эти года, начало доходить до писателей, что их книги тоже пиратят, и их это раздражает, говорят. Ну, вот я смотрел интервью одной писательницы, она говорит, блин, ну, я получила гонорар за книгу, и все, от продажи ничего не имею, потому что вы ее все онлайн скачиваете. И то же самое здесь. Какой-то момент пиратства допустимый, потому что я помню, когда я начал, это был какой-то бум. Не было ни одного телеграм-канала, чтобы не было со мной ролика. Он был везде. Даже по сей день, когда я вот уже делаю меньше контента, мои старые ролики постоянно всплывают в этих телеграм-каналах. Это хорошо для меня в некотором смысле. Это, опять-таки, лишняя реклама бесплатная, которые там люди посмотрят, и они потом там будут обсуждать. Или кто-то посмотрит один ролик и подумает, о, классно, я пойду на его OnlyFans, там еще 20 тысяч роликов, к примеру. Ам, И важный момент, что, например, в Америке подписаться на чей-то OnlyFans там за 10 баксов условных, это просто выпить чашку кофе с круассаном. У нас за 10 баксов, но это немножко для многих, Больше кофе и больше круассанов. Да. да, для среднего человека это будет более накладно. Соответственно, пиратство цветет и пахнет. И Слушай, что... ну тот же OnlyFans, если действительно раньше было $10, ну кто-то там и 15 брал, сейчас заходишь на Твиттер, и там пишут 4,99, 3,99, и вот дискаунт там 50% офф, там то-то, то. Ну, то есть ощущение, что из-за количества контента им приходится снижать стоимость. И из-за количества контента, и из-за количества моделей. Да. Из всего этого это все влияет на рынок. У меня, например, практически нет дискаунтов. Я могу его сделать там один раз в 3-4 месяца, и то не для новых подписчиков, а для старых. Потому что многие делают так, они подписались, посмотрели, обдрочились, отписались, проходит там полгода, и они на тебя снова подписались, пока ты поднакопил контента. Вот. Мгм. Соответственно, вот те люди, Чтобы они которые... не... Мгм. Ты им даешь дискаунт. Вот, допустим, вот у меня, если подписка, да, стоит $10, вот человек зашел, и он может вообще каждый день, даже смотря новый ролик, он там может несколько месяцев сидеть и ублажать себя. А люди, у которых там подписка $3, они больше делают все-таки на поток, что человек один раз зашел, и он больше не зайдет. Он снова зайдет там через, опять-таки, там полгода.
И вот на этом потоке построено вот это вот 3 бакса. Типа, что такое 3 бакса? Это вообще ничего для любой страны мира, ну, почти, да, условно. То есть это не деньги. Поэтому многие думают, ну, даже если там плохой контент, я могу подписаться, $3, не страшно, если потеряю. А, И очень многие на это ведутся. И, соответственно, очень многие креаторы на этом зарабатывают, что вот людям просто 3 баксов не жалко. Некоторые думают, блин, классный мальчик, чисто как, знаешь, как донат ему скину. Вот. Я помню в начале, кстати, когда я только сделал OnlyFans, мне мои некоторые друзья писали, Максим, я подписался, но я не смотрел. Я подписался, чтобы просто тебя поддержать. Вот. То есть все имеет место быть, а сейчас, да, очень много вот этих скидочных. Но не знаю, мне кажется, это себя не ценить. У меня несколько вопросов. Первый вопрос. Хочу вернуться к минету. Делаешь ли ты артикуляционную гимнастику? Нет. Нет. Второй вопрос. Ты говорил про какого-то порноактера и говорил, что вот у него есть, извините, я забыл просто его имя, что у него есть такая коронная фишка, да? Алик Долгати. Да, а у тебя есть какие-то коронные фишки? М, Да я весь коронованный, ёпта. Да, есть. Есть. Мое лицо, когда мне хорошо. На него обращают внимание, и очень многие думают в видеороликах, что я нахожусь под какими-то веществами, а это абсолютно не так. Ой, я Просто знаю. Кстати, да. Просто у Сори. меня есть, понимаешь, багаж некоторый все-таки и актерский, и артикуляционный. Я по образованию оперный певец. И я работал в театре, не оперном, чтобы потом не было слухов, не оперном. То есть я могу себе позволить. Но, опять-таки, я в своих порно-роликах не играю. Я прям вижу по своему лицу, когда мне не нравится, и когда я прям в экстазе. И вот люди эти лица видят, но видят только, когда они с кем-то занимаются химсексом. У меня это лицо может быть просто потому, что мне поистине хорошо. Хочу узнать про подготовку к съемкам. А, м, Голодание или глубокая кризис? Вот такой вопрос. Да, это вопрос, конечно, тут еще. Я вообще против голодания. Я завтракаю "Макдональдсом", блядь, обедаю тоже. И единственное, каких рекомендаций я придерживаюсь, потому что, в принципе, когда тебе уже куплены билеты от студии, да, вы уже все договорились, тебе присылают рекомендательное письмо, где написано рекомендации для актива, рекомендации для пассива. И вот в моем случае там было написано, типа, рекомендую мне есть клетчатку или там слишком жирное, слишком чего-то там за день до. Э, То есть, да, это все хорошо, потому что бывали случаи, когда слава богу, не съемка, когда я вечером пожрал KFC, а на утро поехал ебаться. И в итоге ты эту жопу не можешь промыть уже час. То есть вот это, конечно, плохо. Ну, в принципе, вот это голодание, это ни о чем. Просто надо себя, ну, ограничить за сутки до, ну, есть просто обычную еду, обыкновенную, не оливье жрать, а просто рис сварить себе, что-то такое, что будет скреплять это мероприятие. Ну вот, если совсем, вот я как делаю, потому что я уже, честно говоря, устал от всех этих диет и так далее. Я просто пью лапирамид, я не знаю, каждый в своей стране, что ты там умираешь, ты красный как рак. Да-да, лапирамиды, знаем, знаем. Вот, я просто пью лапирамид и все, и в итоге подготовка занимает от силы 15 минут, вот. А, Даже вот на Новый год была ситуация, когда был такой небольшой секс-марафон, и я очень ждал этого Нового года, потому что этот секс-марафон был с людьми, с которыми я очень сильно хотел, и я должен был быть готов на все 100. В итоге я пился этого лапирамида, и я не знаю, где остановилась перистальтика, но где-то, видимо, очень высоко, потому что на вторые сутки, когда в меня ввели вот такой вот, тут не влазит в экран, ну где-то вот такой вот дилдо,
И он влез почти полностью, вот так. И он вышел, он был идеально чистый. Я аж сам охуел. Вот. То есть вот лапирамид творит чудеса, но только с умом надо. Слушай, а он же влияет на почки. Вот я, например, когда тоже пью лапирамид, мне потом писать хочется. У тебя нет такого? Лапирамид не влияет на почки, я только сегодня Нет. это... Да, я тоже читал. Ладно. А Виагра? Ты принимаешь Виагру для съемок? Да, ну не только для съемок, я в принципе пью Виагру достаточно часто. Виагру или силденафил? Виагру, Алис. Виагру я не люблю, у меня начинается давление, у меня начинает лицо красное быть, как из сауны. Я предпочитаю Сиалис, он не поднимает давление, там меньше дозировка, там вообще другая концепция работы препарата в организме, поэтому это все более рабочие схемы и Мгм. варианты, более здоровые даже, скажем так. Вот. Ну просто И нос не закладываем. от Сиалиса нет. Мгм. Нет. Ребята, достаем рис, нужно закрепить это мероприятие. Я не могу вообще. Это просто, этот эфир надо разбирать на перлы. Это Нет, Нормально. зачем рис? Тебе же сказали лапирамид. Пирамид веса, девочки, это пиздец. Ой, скажи, я вообще в шоке. Ты в курсе, что тебе такие эфиры нужно делать чаще? Потому что это бомба вообще. Это просто бомба. Вот, к сожалению, да. Может, на русском языке я не знаю, насколько это востребовано, но у меня есть еще пара вопросов. А вот какие у тебя, может быть, есть цели, планы вот в развитии как бы вот порно, какие-то мечты, может быть, ты хочешь или где-то сниматься, или как-то вот... Ты говорил, кстати, что ты в Америке никогда не снимался. Вот есть какие-то, что бы ты хотел в ближайшие, не знаю, там пару лет, может быть, осуществить? Да, да, мне кажется, пока моя жопа еще способна будет это выдержать, то мне бы очень хотелось сняться с Рафаэлем Аленкаром. Такой актер есть. Кажется, он родом из Бразилии. С отакенной жопой, с отакенным хуем, с красивючей мордой, господи. И телом шикарным, и сиськами такие, как подушки. Очень бы хотелось с ним сняться. Это прям вот такая идея фикс уже лет 10, потому что он тоже снимается уже лет 20, мне кажется. Очень долго. И активно, и продолжает, и еще будет, будет и будет. Ну вот это из желательных карьерных таких моментов. Ну или еще какие-то студии тоже хорошие. Но все-таки я еще нацелен на Майкл Лукас. Посмотрим еще по настроению. А у тебя связь с Майклом Лукасом есть? Ну, ты с ним общаешься? Или было? Мы с ним, я даже, если честно, и не помню, писали ли мы друг другу. Я помню, что мы подписались на друг друга в Твиттере. Возможно, мой менеджер что-то писал. Я не помню. Я не знаю. Я тогда этот момент не контролировал, потому что я был занят другими вопросами. Еще А, у меня есть мини-история. Мне еще, я уж не знаю, сколько, конечно, существует в принципе OnlyFans, но было это давно, лет 8, может быть, назад. Мне Майкл Лукас писал, я еще тогда, ну, я не знал, что такое OnlyFans. Вот. Он мне писал, что, говорит, приходи ко мне сняться, значит, лицо можно закрыть и так далее, но мне нужно просто, что контент, что я знаком с его студией, а тут он говорит, нет, это не для студии, это вот просто как бы снять контент, можно закрыть лицо. Он мне прислал видео, значит, ну, подобные, которые он уже снимал. Говорит, мне нужно, типа, контент снимать там, типа, каждый день, вот такой. Это был как раз OnlyFans, и тогда OnlyFans, ну, вообще был неизвестный, и вот, да, был такой опыт. Да, мог бы стать звездой, может быть, но я отказался. Вот. у меня друга моего киевского звали прям в Лукас. Прям в студию сниматься. Но по Слушай, каким-то... ну, если нужны какие-то связи или что-то, могу тебе помочь с этим, может быть, Нет, если ты я... хочешь ускорить этот процесс. Недавно была тоже мини-история, могу рассказать. Э, Прилетал один журналист, который не прилетал, он стабильно, в принципе, работает в Украине сейчас, со всеми этими штуками снимает. И так случилось, что его опоили в клубе, ему что-то подлили. Я его отвез в гостиницу, уложил его спать. Сам принял теплую ванну, естественно. Вот.
И он меня потом, ну, мы уже долго встречали, мы там уже 3-4 встречи до того у нас было, и после. И он меня так называл ангелом моим, что я его так спас от ограбления, потому что там это было явно нацелено, мы вычислили, кто подлил, чего хотели. Вот. И история вот в том, что как раз-таки он отличный друг Майкла. А на тот момент я этого не знал. Вот тоже совпало, интересно. Слушай, ну Майкл Лукас, он сколько там, 25 лет, наверное, в индустрии, это так, тоже, вот, так сказать, ветеран, поэтому его, Да. конечно, знают все, и где его только, конечно. Такой вопрос еще про порно к Максиму. Вот смотри, вот есть у тебя, наверное, в жизни какие-то запреты в сексе, табу, да, вот, например, вот я ни за что вот это не буду делать. Там, например, не знаю, лизать ноги. Ну, я условно говорю. А в порно эти табу распространяются твои, или все-таки в порно можно, ну, допустим, лизать ноги? Раз ты так акцентируешь внимание на ногах, то я еще тот фуд-фетишист. Я обожаю ноги, если это красивые ноги. Не ноги, ступни. Если это красивые ступни, у меня вообще мозг, я различаю людей вообще по ступням лучше, чем по лицам. Если я их один раз ступню увидел, я ее помню. Так вот, ступни я обожаю. И, соответственно, тут табу нет. Табу, да, капрофилия. Вот это, конечно, для меня жесткое табу. Зоофилия, вот это табу. Ну, то есть какие-то вообще кринжовые штуки за чертами красными. И они однозначно переносятся в порно. То есть, ну, однозначно. Вещи, которые мне не сильно, ну, то есть вещи, в которых я там не фанат, да, например, там вот «Золотой дождь», я вообще не фанат. Но для ролика тут будут возникать вопросы, типа «Золотой дождь» куда? «Золотой дождь» от кого? Будет ли этот человек принимать какие-то препараты для того, чтобы его моча стала вообще как вода, или для того, чтобы она, наоборот, приобрела какой-то приятненький вкус? То есть это будет играть очень много аспектов, но это если, к примеру, «Золотого дождя». Если какие-то там другие еще, например, вот электроштуки, да, я очень много видео вижу сейчас, где там с электричеством играются. Я не знаю, я этого, например, не пробовал. Поэтому является ли для меня это красным флагом, ну, нужно попробовать, а там будет видно. У меня, например, когда была съемка в Испании, я не знал сценария второго дня, мы снимали 2 дня подряд. Я прихожу в студию, а там стоит качеля. У меня никогда до этого не было секса на качеле, так вот случилось. И всегда была идея фикс, вот мне хочется на качеля. И мне всегда казалось, что это дико неудобно, потому я и не пробовал, просто хотелось. А тут так вот совпало. Но, как оказалось, на качеле это потрясающе, потому что ты нигде свое тело так не можешь расслабить, ни на одной кровати, ни хоть там матрас с воды, из перьев, ни хоть там принцессы и горошины, ничего такого нет. Вот именно на качеле ты можешь просто расслабиться, как на облаке. И мне тогда очень понравилось, и это был такой вот первый экспириенс и с качелей, и прям приятно остался впечатлен. Поэтому на порно, да, табу переносится, обязательно. А можно тогда про красные флажки, я тоже спрошу. Но мне интересно про красные флажки не физиологического плана, а, скажем так, идеологического. Вот мы говорили там про сюжеты разные, да, что бывают какие-то нелепые кринжовые сюжеты. Я вот к чему говорю, я слушал тут подкаст на «Медузе», там тоже обсуждали порно, и в связи с войной, значит, сказали, что такие повысились порно-запросы, типа там Ополченко, Беженко, Вагнеровец, не знаю, такие поиски. А значит, есть ли для тебя какие-то флажки, в чем ты никогда не будешь сниматься? Я не знаю, там, вот рассказывали, что есть сюжет, был такой сюжет, девушка, значит, вышла без QR-кода во время пандемии, ее, значит, поймали и наказывают. Ну, это такой смешной, наверное, сюжет, но если более серьезный, там, не знаю, ОМОНовец насилует кого-то на митинге. Или, я не знаю, там, насилие во время войны. Есть ли какие-то для тебя такие вещи, в которых ты никогда не будешь сниматься? А, Маленькая мини-история, предыстория. Когда начался пандемия короны, я помню, как мне друг с Германии скинул видео, где люди очень быстро среагировали порноиндустрии и сняли сюжетик, типа вот они в полной экипировке, только хуй видно, и вот и только очко, и вот они трахались в полной экипировке. То есть, если, ну, тогда это было, да, веяние такой моды и ну, необходимо для потребления то, что хочет зритель.
С точки зрения идеологических каких-то вопросов, тут очень, ну, это, ну, нельзя сказать однозначно. Ну, это однозначно нельзя сказать. Что-то, ну, можно подумать, что-то точно нет, что-то точно да. Например, я снимал как-то видеоролик для Онлика, пародия на игру в кальмара. Ну, то есть там тоже было такое, типа, доминация, что-то вот. Ну, ролик ужасный получился, вот. А, но сам факт, что почему бы и нет, если это не нарушает моих каких-то личных принципов. Ну, то есть это все очень индивидуально. Это надо смотреть каждый сценарий по-разному. То есть он же может тоже редактироваться. Но, например, вот то, что ты сказал, да, там ОМОНовец наказывает на митинге, да, ну, звучит вообще-то, ну, прикольно. Почему нет? Самые распространенные фетиши это как раз-таки вот на форму, то есть на военную, на костюмы, на медицинскую, на медсестер, да, то есть вот такие штуки. М, Борьба мужская. Борьба, боже, этот ТикТок с этими стояками и борьба, это вообще. Вот. Поэтому, ну, Полностью все понимаю тебя. каждая ситуация уникальна, индивидуальна, и каждый сценарий тоже. То есть есть такой, который, в принципе, не будет выходить за границы моего какого-то восприятия, а какой-то будет. То есть так сказать нельзя. Тогда, может, позвольте, тогда я ну, продолжу как бы немножко, мне кажется, эту тему. Сейчас такая идет большая дискуссия, ну, в России очень любят это обсуждать. Нужно ли актерам там высказывать свою позицию, значит, что вы требуете от несчастных актеров, они актеры и вообще ничего никому не должны. Вот, я знаю, что есть случаи, когда, ну, я слышал об этом, да, что порноактрисы высказывались, например, против войны. Даже знаю, что некоторые украинские модели OnlyFans собирали донаты. Как ты вообще к этому относишься? Нужно ли порно-актерам высказывать какое-то свое мнение? Оказывает ли это какое-то влияние или нет? Вот. И если позволишь такой немножко личный вопрос, если ты не захочешь отвечать, то окей. Почему ты в Киеве и не уехал? Значит, по порядочку. Да, высказывать свое мнение должны не только актеры. Высказывать свое мнение должны все, и чем больше людей это делает, тем лучше. Особенно это касается людей, у которых есть аудитория. Особенно, еще более особенно, это касается людей, у которых иностранная аудитория. Это вообще тогда обязательно к исполнению и к открытию рта. Но опять-таки, если твои мысли, ну, не противоречат какой-то общей, в данном случае, идеологии. То есть в моем инстаграме, в моем тиктоке полно было раньше материала про войну. Сейчас я просто как-то из социальных в последний месяц как-то так из социальной жизни выпал. Вот, ну, в принципе, про войну у меня очень много всяких видео, особенно в ТикТоке, где я прям нормально так раздаю. Плюс меня даже показали скажите мне, у Скобеевой в прайм-тайме. Она 1,5 минуты, 60 минут 50 передачи. минут? да, она 1,5 минуты 50 рассказывала, минут. какой я херовый. То есть, в принципе, как после такого, да, не отреагировать? Ну, то есть, открывать рот надо. Там было видео, где два хлопца, украинца, значит, говорят про гей-отношения, да, про гей-семьи, и они это типа осуждают. Да. Прости, что перебил. Я Ты придумал попал с еще одну Скобеевой фразу для вообще. эфира. Придумал еще одну фразу для эфира по твоим следам. Открывать рот надо не только для минета. Надо Очень не... остроумно. Мгм. Вот. А по поводу, почему я не уехал, хороший вопрос. На самом деле, в начале, 2 года назад, да, у меня была попытка. Ну как, я не доехал даже до границы. Я приехал там в крайний город западной части Украины, в Ужгород. Я приехал, побыл там, по-моему, часа 4 или 5, потрахался и уехал в Киев. Все. И вот это была такая одна мимолетная идейка, и с тех пор... Это ты с того, что я потрахался там? Ты знаешь, это было так тупо, потому что Как я... порноактеры убегают, как все убегают из страны. Вот так. Как убегают порноактеры из страны. Приехали на границу. Нашли с кем потрахаться. Потрахались и вернулись обратно. Это невероятно. Я себя еле сдерживаю все это время. Я не могу просто. У тебя просто ни одного.
Вообще, это Ну, невероятно. знаешь, на самом деле история кринжовая, потому что я 15 часов в поезде Киев-Ужгород телепался, там 4 часа, а потом 15 часов назад. А в итоге был на квартире у чувака, которая квартира была съемная, с плохой канализацией. Но в итоге я не мог адекватно подготовиться, ну, то есть оно не смывалось, ты понял? Забивалось. И я это говорю чуваку, слушай, ну ничего не помогает. А он говорит, залей туда крот, короче, чтобы оно смылось. Я говорю, я всю бутылку вылил уже. Он говорит, похуй, иди, блядь, туда. Я Подожди, потом... ты куда выливал крот? В себя или его не Нет, знаю? слив. В слив. Вот. И он говорит, похуй, иди сюда, я потом с этим разберусь. Ну, то есть ситуация такая не каждодневная. Вот. А сейчас на самом деле, ну, вот почему не было больше попыток выехать, с тех пор и сейчас нет, и ближайшие года у меня нет этой идеи, потому что у меня хватает сейчас дел здесь. У меня начался здесь и бизнес, и второй бизнес, поэтому, в принципе, пока что мне работы достаточно и здесь. Вот. Плюс у меня сейчас и родственные связи, и дружеские связи, которые, ну, я бы не хотел прерывать, скажем так. Вот. Я позаботился, например, там, о некоторых своих членах семьи, которые уже за границей. Вот. И, в принципе, меня больше ничего не колышет. Я здесь, и мне здесь достаточно комфортно, чтобы отсюда не уезжать. Пока что. Можно я тогда задам вопрос? Это будет немножко из идеологической штуки, больше перенесенной к порно и к влиянию порно, так скажем. И вопрос только к тебе, а в принципе ко всем ребятам, что как ты и как вы все считаете, насколько сильно порно само по себе изменило и, я не знаю, повлияло на, в принципе, на гей-отношения, то есть на секс, на отношение к сексу, отношение к парням, и как, вот по моему мнению, хотя как бы я смотрю порно, да, там, дрочу как бы на порно, но при этом я все равно считаю, что порно в какой-то момент влияло хорошо на эту, как, так скажем, сексуальную революцию в плане геев, да, но в какой-то момент оно стало определять гей-сообщество в негативном ключе. То есть оно повлияло таким образом, что, например, вот то, что ты говорил, да, по поводу того, что должен переквалифицироваться там из твинка в тванк и так далее. То есть сейчас как бы парни, гей-парни, они вот этими категориями гей-порно мыслят, да, то есть мне нужен там твинк, тванк, вот это, вместо того, чтобы, ой, мне нужен как бы там сексуальный, классный, офигенный парень. Они вот мыслят этими вот категориями, которые ты периодически пытаешься их преодолеть, как бы встретиться с парнем, там, да, заняться сексом, не знаю, просто погулять, пообщаться. Но вот он говорит, что вот ты там не мой вкус, да, вот из этой категории. Вот как ты считаешь, как все считаете, каким образом порно повлияло на всех нас? Хорошо. Немножко, мне кажется, ты не в ту степь думаешь. Сейчас, секундочку. Кристиан, я очень много сегодня почему-то всех вас исправляю или как-то говорю, что вы неправильно думаете. Вы не обижайтесь, я не строю себя самого умного, просто мне почему-то, я с другой точки зрения на это сейчас посмотрю, да? Вот, это просто такие вот фразочки. Вот ты говоришь там, парни говорят, мне нужен твинк, трали-вали, и обвиняешь в этом, ну, условно, обвиняешь в этом порно или категории порно. Но это же неправда. На самом деле люди всегда предпочитали какой-то человек более молодых, а какой-то предпочитал более взрослых, а какой-то более женственных. Просто сейчас на все это есть названия и ярлыки. И для того, чтобы человек, там, парень не объяснял, так, мне нужен молодой, худой, трали-вали, ну, это все объединяется в слово твинк, и это уже целая концепция строения человека, да? Если мы говорим, вот там, мне надо, чтобы мужик переодевался в женщину, но при этом чувствовал себя мужиком, или мы просто можем сказать, я хочу драг-квин. Ну, то есть просто появился ярлык, который объединяет это все. Ну, то есть вот понял, о чем я имею в виду? Вот. По поводу порно. Я вот недавно общался со своими друзьями, у них там был вот секс втроем, и они мне показали фотку парня, с которым был секс, и я говорю, а что это такое, что это он вообще никакущий, вы, он какие, классные, а он вообще никакой. Они говорят, ну так а мы не на внешность смотрим, мы смотрим на предпочтение в сексе. Мы пообщались, подошло, все, давайте встречаться. То есть порно сыграло колоссальную роль, и я с тобой согласен, что когда-то это был секс-бум, сейчас больше на самом деле вреда, нежели пользы. Однако ам, я могу сказать, что в принципе люди
ебаться не умеют. Почему вот Олег, кажется, это тебе, да, ты сказал, что после, или кто это из вас сказал, после секса с порноактером вот прям вот переплюнуть это крайне сложно. На самом деле нет. Ведь они же не придумывают велосипед, блядь, во время ебли, правда же? Они просто ебутся, получают удовольствие, а главное, не боятся свои желания воплощать. Вот порно, за что нам нужно огромное сказать ему спасибо, за то, что порно приоткрыло занавес, вот что происходит за дверью у тех людей. Потому что если бы на сегодняшний день не было бы интернета и не было бы такого развратного мира, какой он есть, но мы бы об этом никогда бы не узнали. Мы бы просто думали, что все, ну вот там, пальчик там засунуть, это уже какой ужас. А на самом-то деле там и две руки может войти для кого-то, и это тоже в нормах границ для кого-то. То есть мы узнаем новое, то есть вот и не боимся своих желаний. То есть вот за это надо сказать спасибо. А то, что сейчас этим уже злоупотребляют, опять-таки, потому что кто-то не может найти в жизни того, что видит на картинке, да, и он это, ну, вот он только там это и может воплотить. Окей, хорошо, вот ему так. Твою мысль сейчас, которую ты только что высказал, продолжая, суть в том, что как раз-таки люди пытаются в своей голове построить вот этот образ из порнофильма, да, что вот это вот так вот, как в жизни. Но в жизни оно не так, и как бы получается диссонанс. То есть он стремится к тому, чего на самом деле не существует, что на картинке. И даже если ты, вот как ты сказал, что окажешься вот там, в момент, когда снимают это порно, у тебя будет совсем другое представление об этом всем сексуальном акте, когда он там готовит, создает анализы, там, не знаю, там, на стопе, так скажем, пьет тебе Виагру, там, и куча-куча всяких вещей, которые как бы, ну, это не час, вот как они там в ролике трахались, а на самом деле это целый там процесс и сложная работа. Могу сказать, что мне все-таки нравится, ну, так уже по опыту сложилось, секс с представителями секс-индустрии там, или порно-индустрии. Нет, все-таки они это делают лучше, интереснее, качественнее, более раскрепощенно и так далее. То есть я вот сейчас даже пытаюсь вспомнить парней. Нет, ну были парни, хорошо, окей. Особенно разовые какие-то истории, то есть у них там получается. Но все-таки люди из секс-индустрии, они это делают намного интереснее. Вот. И действительно, после того, как ты попробовал это несколько раз, уже вот просто так с кем-то встречаться, и, ну, это так уже как-то не очень интересно, потому что, ну, в основном все очень средненько получается. Я все-таки уверен, что дело больше в том, что порноактеры или, в принципе, работники секс-индустрии лучше занимаются сексом просто хотя бы потому, что они умеют заниматься сексом, потому что они хотят им заниматься, они не боятся своих желаний воплощать, потому что вот если во время секса, вот, допустим, да, ты встретился с парнем, у вас идет охуительная ебля. То есть все вот вообще, вы горите один одним, все. И тут вот прям в этом процессе он говорит, нассы на меня, да, допустим. А ты этого раньше никогда не делал, ты вообще об этом не думал. Но если посмотреть в контексте вот этой жаркой ситуации, что вы ну, кто не насыт? Да любой насыт, потому что это поддержит запал. Ты не начнешь сейчас рассказывать, ой, ну я этого не делаю, ты знаешь, это сразу, фу, пошел нахуй из квартиры. Ну, типа, вот, понял, о чем я? Тут просто не бояться своих желаний. А просто, опять-таки, вот я говорил, да, что во время порно много моментов надо контролировать, там, и поясницу, там, или как у тебя там шея повернута. То же самое, когда, допустим, я там занимаюсь сексом с кем-то, я думаю, а как он меня сейчас видит? А как вот ему будет красиво? Как мне сделать, чтобы ему прям вот понравилось то, что он увидел? То есть вот тут, ну, тут просто какие-то вот обычные вещи. На самом деле, ну, каждый, если бы человек думал о тем, как стать лучше в сексе, то каждый был бы такой. Вот в Украине есть охерительно популярный блогер Леон 13, это порноактер, и это вообще феномен а, Украины, я считаю. Я его смотрю, он продает свои курсы для парней, он натурал, для парней, как ублажать девушек. И я не мог понять, он продает просто сумасшедшие объемы этих курсов, и они все охерительно востребованные, классные настолько, что девочки к нему обращаются. А этот мальчик проходил у тебя курсы? Он мне сказал, что он у тебя курсы проходил. Он мне не врет? С ним стоит встретиться?
То есть таких много, он организовал там целый чат, где эти мальчики, и туда могут зайти девочки, выбрать из этих мальчиков, которые там уже прошли курс. То есть это вот подтверждение того, что люди просто не умеют и даже об этом не думают. И вот ответ на вопрос, я не мог долго понять, в чем его феномен, а в том, что просто он обучает людей, как ебаться, Мгм. лажать. А об этом люди не думают. Вот в чем, собственно, главная проблема. Ну, это Да, очень крутая идея, да, очень классный инфобизнес. И мне кажется, что тебе можно что-то такое тоже, инфо какой-то. Ну, ты сказал, что не хочешь, ну да. это тоже нет, вот это инфо-цыганство. Ну, это не инфо-цыганство, это полезный контент. Я Это очень, понимаю, он очень редкий. Мгм. насколько полезно этот контент, я как никто могу понять. Но тут во мне играет немножко еще внутренние какие-то, что вот когда я с кем-то там втроем, очень частая ситуация, когда я же все-таки бисексуал, и у меня бывают встречи там втроем с мужчиной и с его женой, и, ну, не было ни одного раза, чтобы муж не просил его жену научить сосать так, как я ему сосу. Или там, когда там с двумя парнями встречаемся, там один просит, чтобы вот я его парня научил. То есть, и в эти моменты, ну, я могу своими знаниями поделиться, потому что там вот мой минет, ну, извините, он десятилетиями нарабатывался. Тут, ну, протру себе нимб. Вот. А, но выставлять это на всеобщее обозрение и за что? Ну, типа, за курс, вот я буду рассказывать там 3-4 часа, да, о том, как правильно сосать, как охуенно сосать. Это может реально длиться там 2-3 часа с практическими занятиями, допустим, это вообще там полдня может быть. И за что? За $30 это рассказать или там за $100 курс, а потом он тоже разлетится по всем пабликам. Ну, то есть тут я чисто такой, я ценю свои знания и свои умения, я просто их не готов отдать кому попало. А вот так вот в индивидуальных порядочках, и то, опять-таки, я же не 3 часа учу сосать, ну, там каких-то 2 приемчика, от которых ее минет уже существенно изменится, например. Ну, вот понимаешь, о чем я? А, Максим, а вот если, допустим, твой ребенок узнает, ну, увидит, когда вырастет порно-ролики, вот как ты относишься к этому? Думал ли ты об этом? Я думаю, однозначно увидит. Я не понимаю только одного, как мои родители до сих пор этого не видели. Ну, они знают, да, обо мне, и моя бывшая жена в курсе, чем я занимаюсь, что. И все мои друзья. Ну, то есть, вообще-то, в моей жизни людей, которые не в курсе, по пальцам одной руки можно сосчитать. И, ну, увидят и увидят. Просто я же с этим ничего не могу сделать. Ну, то есть, как им относиться к этому, это другой вопрос, который меня вообще-то не волнует. Как они будут к этому относиться. Потому что это их жизнь. Точно как и я не заставляю, да, там, кого-то воспринимать меня или не воспринимать. Я точно так же не смогу заставить своего сына ко мне относиться лучше или хуже после этого. Я очень надеюсь, что мой ребенок будет все-таки open mind, и опять-таки к тому времени, как он вообще дорвется до интернета, кроме мультиков на Ютубе, пройдет определенное количество лет, и социальные взаимоотношения и взаимопонимание кардинально изменится уже в обществе. Вот вы можете представить себе 20 лет назад, что сидела бы группа мужиков возле подъезда и обсуждали, кто кого как долбит в жопу. На весь город. Вот они вот под подъездом сидят, на весь город это слышно. Но это представить себе это невозможно. А мы сейчас это делаем. То есть, что будет снова-таки через 15-20 лет, вообразить даже невозможно. Поэтому, ну, честно, я делаю ставку на это, что все люди будут, в принципе, бисексуальны и open-minded. Поэтому я по этому вопросу вообще не переживаю. Вообще, ни капельки. Вот. Не знаю, я могу сказать, что невероятное вообще интервью получилось. Ни один вопрос, ни один ответ не был для меня ожиданным. Абсолютно каждый ответ был супер неожиданный. Вообще, я еле тут держался. Не знаю, это было и супер весело, и очень информативно. Вот. И в том числе вдохновляюще для тех, кто хочет, так сказать, в эту индустрию окунуться. Вот, у меня просто... Я надеюсь, что наш этот эфир будет, так сказать, завируситься так или иначе. Уж я продвигать такие видео не умею, не знаю, но мне кажется, контент очень классный. Я вот даже вот ничего, наверное, подобного не видел еще в русском интернете. Вот.
на русском языке. Поэтому тебе спасибо большое, Максим, за Вот это такой. очень приятно. Это было невероятно. Ты знаешь, я очень много провел разных интервью на разные темы. Вот, во-первых, порноактеры сливаются, как мы вот выяснили. Они, значит, сниматься, они снимаются, а просто поговорить они не умеют. А. Поэтому это было, не знаю, был просто какой-то фонтан эмоций. Да, спасибо. Ну, будут вопросы? Нет, ребят? Давайте какие-то короткие. Или нет? Ну, Или мы... не вопрос. Я просто хотел финальную такую ремарку сказать, потому что Кристиан говорил по поводу порно и просил всех высказаться. Вот я решил тоже высказаться. Ну, вообще, конечно, Максиму огромное спасибо, потому что как-то из сектора пенсионеров хочется вспомнить старую такую прекрасную фразу Чехова, кажется, что в человеке должно быть все прекрасно. И это замечательно, когда в человеке прекрасно все. И тело, и лицо, и мысли. И прекрасно видеть, что, ну, я никогда как бы и не считал, что все порноактеры, значит, дураки, но прекрасно лишний раз всем показать, что порноактеры бывают умные, образованные и, в общем, очень интересные люди. Вот. А по поводу порно, я бы хотел вообще сравнить это с кинематографом, потому что когда вот мы слышим это все, значит, этот фильм надо запретить, этот наносит вред, этот тоже наносит, это все бредятина полная и херня. Потому что точно так же спорно, да, какой порно может нанести вред? Ну, мне кажется, это вообще какая-то бредовая фраза. Да, может быть, там у меня тоже такое бывало, что вот мы говорили вначале про красивость, да, что как-то надоело вот эти красивые там картинку видеть. Бывает такое, у меня тоже такое бывало, что начинаешь думать, как я лежу сейчас. А какое у меня сейчас выражение лица? Наверное, очень глупо как-то я выгляжу. Но это, блин, только потому, что секс дурацкий. Если он нормальный, то ты не думаешь, блин, вообще тебе похер, как ты выглядишь и какое у тебя лицо. И порно абсолютно вообще никак не развращает. Я когда к этому готовился, к встрече, я записал себе в блокноте такую в финале после всех вопросов большую фразу: «Вся грязь только у нас в голове». Вот только здесь, а все остальное это вообще херня. И порно прекрасный жанр, который существует, должен существовать так же, как и все остальные. Спасибо, Максим, большое. Я вот хочу сказать касательно того, что ты сказал. На самом деле, любое порно может нанести вред. Вопрос лишь в том, кто какое порно увидит, кому его показать. Если мы там увидели, да, какое-то сильно жесткое грязное порно, когда нам там в возрасте 8 лет, понятно, оно может нанести нам некоторый вред. Ну вот. Но нужно помнить главное. Во-первых, согласен с тем, что ты сказал, что грязи и извращений не существует. В принципе, есть правило, если происходящее устраивает всех участников соития, значит, это уже не извращение, а все получаем удовольствие, да? Что и еще хочу сказать. Надо помнить, что порно – это лишь инструмент, а как его уже применять – это уже другой вопрос. Вот. А где на тебя подписываться, Максим? Где лучше всего? В Инстаграме лучше всего. Как тебя там найти? Ам, Вот так? Мы оставим под видео ссылку на Инстаграм. да. Спасибо тебе большое еще раз, Максим. Я не знаю, вообще надо это как-то эфир этот нарезать на какие-то кусочки, куда-нибудь его там в какие-нибудь рилсы и так далее. Да. Было классно.